Из приюта «Домик» люди забрали одного из котят. Дали кличку Барсик, заботились о нем и рассказывали интересующимся волонтерам только положительные новости о его судьбе. Когда коту исполнилось 2 года, начались проблемы. Он перестал ходить в лоток, и хозяева обратились в приют за советом. Первым делом волонтеры поинтересовались, кастрировали ли Барсика хозяева, как это было уговорено, когда его забирали еще котенком. Люди ответили, что не сделали этого, потому что пожалели питомца. Более того, даже после настойчивых просьб они отказались от этой процедуры и пригрозили, что кота ждет жизнь в частном секторе, если его не заберут обратно. Вот так легко и просто семья избавилась от своего питомца, рядом с которым прожила 2 года. Барсик места себе не находил в стационаре. Котик, который привык к домашней жизни, тяжело переживал нахождение в тесной клетке. Кроме того, у него была обнаружена мочекаменная болезнь, которую пришлось лечить в экстренном порядке. Барсик оказался очень обидчивым и ранимым котом, и после уколов сидел, отвернувшись в угол клеточки, не принимал никаких вкусняшек и вздрагивал от поглаживаний. После долгого лечения Барсика, наконец, забрали в приют. Кажется, что он был очень рад оказаться подальше от врачей и тесной клетки, даже начал спокойнее переносить окончание курса инъекций. Самое страшное было позади, и котика перевели на специальный дорогой корм, чтобы болезнь больше не обострялась. В приюте ему и еще 2 котейкам Джесси и Тому выделили вольер. Барсик сразу начал вести себя, как настоящий главарь. Мог не подпускать к когтеточкам и мискам, но вскоре стал более благосклонным к своим соседям. С людьми же он вел себя очень нежно, просился на ручки и мурчал. Барсику жилось неплохо, но все же хотелось, чтобы у него появился постоянный дом. И вскоре это случилось. Анастасия признала в красавчике родственную душу и без колебаний решила стать ему хозяйкой. Теперь у Барсика все идет лучше некуда. Лежит на диванчике, дружит со вторым котом, мурчит на руках у хозяев. Вот такая счастливая кошачья жизнь благодаря неравнодушным сотрудникам приюта и просто людям с добрым сердцем. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.